Существует несколько наук, исследующих человеческое сознание. Психология изучает поведение человека, психиатрия – заболевания психики, а психофизиология – принципы работы сознания. Ни одна из этих наук не может объяснить, что такое сознание человека и как оно работает. Тем более эти науки не могут объяснить магию. Не существует каких-то объективных методов исследования сознания. Все известные методы опираются на косвенные измерения. Полноценные исследования сознания живого организма невозможны, и даже вскрытие мозга покажет искаженную картину. Но маг видит функционирующее сознание живого человека и может судить о причинах того или иного поведения, и на основании этих наблюдений определять для каждой личности некое нормальное поведение, зависящее от базового опыта, и далее моделировать это поведение в различных ситуациях. На фоне обычного поведения личности можно выделить некий особый, нестандартный тип поведения, связанный с наличием внешнего ментального тела, сознания, не имеющего материального тела, организма. Такие независимые сознания называются неорганиками, не имеющими органического тела. Их можно описать как программы, влияющие на поведение человека, и условно разделить на две группы – подселенцы внешние и внутренние. К внутренним подселенцам следует отнести союзников и некоторых духов, проникающих внутрь организма. К внешним – одержания – относятся элементеры, умершие люди, путешественники из других миров, некоторые виды паразитов и сущности. Союзники, собственно говоря, не являются чужеродными объектами, а входят в структуру подсознания и не могут быть удалены. Духи, проникающие внутрь организма, это, как правило, ментальные тела животных и растений, попавшие внутрь организма при дыхании и во время еды. Термическая обработка пищи предназначена не только для борьбы с физическими паразитами и микроорганизмами, но и для разрывания связей между мясом животных, а также растений и их ментальными телами. Попав в организм человека, ментальные тела создают наводку на периферическую систему и являются причиной неконтролируемых сокращений мышц тела, мышц конечностей и корсетных мышц позвоночника или внутренних органов, спазмы кишечника, желудка, мочевого пузыря. Можно сказать, что эти ментальные структуры – нелегальные программы, считываемые периферической нервной системой.